Всем привет и спасибо, что заглянули ко мне на канал. Меня зовут Вика. Мы находимся на одном из самых известных рынков Амстердама. Это открытый рынок, называется Альберт Кёйп и находится в районе Депай. Сейчас карантин, но это суббота и все больше лавочек начинают работать. На этом рынке можно купить все, начиная от сыров, деликатесов, свежей рыбы и заканчивая велосипедами и коврами. Рынок работает каждый день, кроме воскресенья и понедельника. Очень много деликатесов, даже можно купить всякие разные интернациональные продукты. Например, мы обожаем пасту, покупаем практически каждый второй день. Очень свежая вкусная паста и свежие чизкейки, пироги, сделанные в виде чизкейков. Мы находимся в самом большом парке Амстердама, который называется Вонделпарк. Здесь очень зелено, здесь, конечно же, на выходных очень много людей. Все гуляют, бегают, ездят на велосипедах. Взяла сейчас кофе, отправляюсь на прогулку. Нахожусь сейчас в районе Депай. Если вы планируете приехать в Амстердам, когда закончится карантин, хочу порекомендовать два района, в которых лучше всего остановиться. Депай, район, в котором я сейчас нахожусь, он очень хипстерский. Здесь очень много кафе, ресторанов, даже сейчас, когда карантин. Очень много кафе открыты на вынос, также и рестораны. Здесь живет очень много местных, то есть вы прочувствуете культуру именно вот самих амстердамцев. И второй район, который я хочу вам порекомендовать, он называется Йордан. Знаменитый мурал Wake Me Up When I'm Famous сейчас завесили вот таким вот полотном, чтобы не привлекало туристов, хотя туристов сейчас в Амстердаме не так уж и много. Если вы планируете приехать в Амстердам, очень рекомендую приехать весной. Здесь невероятно красиво. После тюльпанов сразу цветет вистерия. Лестничные клетки в домах Амстердама очень узкие и невозможно перетащить, например, мебель, поэтому вот на верхних этажах находятся вот такие вот специальные балки, которые и приспособлены для того, чтобы поднимать мебель, либо строительные материалы. Конечно же, сейчас существуют и более современные техники поднятия мебели в квартиры. В Нидерландах, естественно, каждый имеет велосипед, и очень сложно найти парковку для велосипедов. Это реально, на самом деле, проблема, потому что их запрещено парковать возле дверей, и нужно парковать на специальных парковках велосипедов. Конечно же, некоторые паркуют где попало. Случаются такие истории, что велосипеды крадут, и потом их перепродают на черном рынке. В Амстердаме очень мало места, и люди, которым надоело ездить на велосипеде, берут вот такую вот машину. Называется, по-моему, Ира. Конечно же, эта машина защищает от дождя. И вот ее можно парковать где угодно, как велосипед и как мопед. Про культуру амстердамцев. Люди любят сидеть на улице с друзьями, пить вино, особенно когда хорошая погода.
очень любят вот такой вот стиль, когда необработанное дерево, очень стильненько смотрится все. Первый и второй этаж чаще всего люди не завешивают шторами, и очень часто можно разглядеть очень красивые интерьеры. Они используют очень такие интересные материалы, всякие винтажные штучки, всякие подушечки, очень много книг, в общем, очень красиво. Детей возят на специальных таких тележках, которые привязаны к велосипеду. Не знаю, сколько это удобно, мне кажется, будет немножко твердовато детям, ну, а вот что поделаешь, такое интересное приспособление. Сейчас мы находимся на одной из главных улиц района Депай. Здесь постоянно что-то происходит, очень много людей. Эта улица очень интернациональная. Здесь можно найти и рамен, и японскую еду, и кебаб, и всякие бургеры, вафли, магазины с пластинками, винтажные магазины, магазины с всякой интересной бижутерией, хипстерские одежечки. Когда мы только приехали в конце марта, здесь было очень мало людей на улицах, но сейчас потеплело, и сразу же все вышли гулять. Конечно же, сейчас большинство магазинов закрыто на карантин, но все-таки некоторые работают. Из всех сезонов я рекомендую приезжать в Нидерланды весной. Помимо символа Нидерландов, тюльпанов, здесь после них начинает цвести вистерия. Кроме того, розы и другие цветы. Очень красиво. Голландцы — любители природы, и они очень любят зелень, цветы. Всегда делают палисадники возле домов, клумбы. Очень рекомендую не просто гулять по туристическому маршруту, а обязательно просто пройтись по улицам, которые находятся немножко дальше от центра. На самом деле они такие же красивые, как и в центре, но немножечко другая атмосфера. Именно здесь вы увидите настоящую жизнь амстердамцев, прочувствуете настоящую атмосферу. Часто возле широких каналов можно встретить вот такие вот лодочные дома. Зачастую они используются как дача, но иногда люди даже в них живут. У них есть адрес и почта. Также в них бывают даже отели, Airbnb. Было бы, конечно, очень интересно остановиться в такой лодке. Многие думают, что в Амстердаме практически нету машин, все ездят на велосипедах, но на самом деле это не так, машин хватает. Просто единственная проблема, конечно же, здесь сложно найти паркинг, и многие просто предпочитают велосипеды. Кстати, очень интересно, как местные паркуют машины прямо возле канала. Не знаю, как это возможно, я бы никогда в жизни не смогла так запарковать. Свои маленькие машинки паркуют прямо вот так вот возле крыльца, они помещаются идеально. Я сейчас гуляю по моему еще одному любимому району, он называется Йордан, это очень исторический район, но сейчас он считается одним из самых лучших для жизни районов. Здесь очень много красивой архитектуры, зелени, каналы, конечно же. Здесь очень классная атмосфера, и вот как раз-таки этот район — это один из тех, в которых я рекомендую остановиться, если будет такая возможность. Здесь очень много милых магазинчиков, бутиков, кафе вкусных, ресторанов хипстерских. И здесь не только сувенирные магазины, например, очень много винтажных магазинов. Находится очень близко к центру, но здесь немножко другая атмосфера, поскольку район очень исторический, и здесь раньше жили иммигранты из разных частей Европы. Чувствуется эклектика, здесь очень много вкусных небольших кафе, ресторанов, бутиков, магазинчиков. Сейчас это кажется невероятным, но изначально Йордан был бедным районом с небольшими домами и множеством жителей.
В начале 20 века население этого района оценивалось в 80 тысяч человек. Только представьте себе все эти маленькие домики, которыми так славится этот район, набиты большими семьями. Для сравнения, в настоящее время в этом районе проживает всего около 20 тысяч человек. Но что самое интересное, история этого на данный момент очаровательного района началась в начале 17 века, когда он был построен для размещения рабочего класса и иммигрантов. Несмотря на то, что на то время Амстердам уже был одним из самых богатых городов мира, именно Йордан считался самым бедным районом. Большой поток беженцев из Франции, Англии, Испании, Португалии и других стран Европы прибыл в Амстердам в 17 и 18 веках в поисках свободы. На то время столица Голландии была известна своей терпимостью к разным политическим и религиозным убеждениям. Со временем сюда переехали и свободолюбивые художники. Самым известным из них был Рембрандт, который переехал в один из домов Йордана, когда он больше не мог позволить себе свой дом в центре города. Во время Второй мировой войны Йордан постепенно погряз в трущобах. После войны было предложено полностью уничтожить этот район и построить на его месте новые многоквартирные дома. Но по инициативе нескольких страстных граждан Йордан был спасен от разрушения и получил вторую жизнь с реальным обновлением и процветанием, начавшимся в 1970-х годах. Теперь Йордан известен как художественный район и является одним из самых привлекательных районов Амстердама. Предполагается, что название района Йордан происходит от французского слова «сад» – «jardin». Многие улицы в этом районе названы в честь растений и цветов, однако и другие говорят, что он назван в честь реки Йордан из-за того, что многие евреи бежали в Амстердам и жили именно в этом районе. Если вам понравилось мое видео, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк, мне будет очень приятно. Кроме того, ребята, обязательно пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть на моем канале. И пока я еще здесь, в Амстердаме, пишите, что будет интересно увидеть именно отсюда.